Всем привет, друзья! Это вторая часть ролика Пумы в деле. Первая будет по ссылке в описании, где мы смотрели, на что способен горный лев против собак, медведей и волков. Сегодня увидим нашего героя против орла, гуанако, оленей и других животных. А теперь поехали! Давайте вспомним параметры горного льва, чтобы понимать, на что способен этот зверь. У этих кошачьих представителей взрослые самцы имеют гораздо больший вес, чем самки, который может превышать более чем в 2 раза. Самцы весят около 70 кг, хотя встречаются отдельные особи, набирающие массу в 100 кг, при длине тела почти в 2 метра. Рост в холке достигает более 80 см, при длине хвоста больше 70 см. Все цифры имеют приблизительные значения и могут отличаться от ряда факторов. В общем, это ночной страх для травоядных Северной и Южной Америки, особенно для оленей, которые являются важной частью рациона кугуара. Друзья, долго затягивать не будем, а перейдем к нашим нарезкам, боям, стычкам и встречам пумы против оппонентов. Начнем с орла. Пума против орла. Орел достаточно крупная, стойкая и очень сильная птица. Не каждый хищник захочет иметь с ним дело, но только не голодная пума. В этот раз орел поймал кролика и собирался полакомиться своей добычей, но кугуар уже следил за ним, и птица сама стала жертвой кошки. Пума против оленя. В первом коротком ролике хищник и жертва промчались с большой скоростью мимо водопоя, и скорее всего олень станет обедом пумы. Через какое-то время в этом же месте прогуливался медведь. Смотрим следующее интересное противостояние. На этот раз наш герой не был уверен в своих силах и неохотно нападал на оленя. Да и тот был мотивирован сражаться за свою жизнь. Несколько бросков пумы оказались не очень удачные, а порой олень в роли добычи сам давал отпор, пытаясь нанести хоть какой-то урон своему обидчику. В конце пума все же одолела своего оппонента и обеспечила себе плотный и сытый ужин. Давайте посмотрим небольшую нарезку кадров, как этот зверь справляется с оленями. А вот так пума ловит птиц. Довольно редкие и удивительные кадры охоты горного льва на ленивца. Вообще у ленивцев достаточно много природных врагов. Это и ягуары, и пумы, и змеи, крокодилы и хищные птицы, например, такие как южноамериканская гарпия. Но основными все же являются кошачьи представители. Именно из-за них ленивцы селятся на большой высоте, где ветки деревьев настолько тонкие, что крупные кошки на них держаться уже не могут. Но сверху этих милах ожидает другая участь в виде пернатого с мощным клювом и сильными когтистыми лапами.
Этому ленивцу повезло, и ему удалось спастись от птицы, а вот у его собрата шансов против пумы нету. Кугуар с легкостью забрался по стволу дерева и стащил ленивца вниз, который держался до последнего. И обратите внимание, насколько силен этот мелкий зверек. Схватившись за ствол, он сумел удержать на себе еще и вес пумы, которая просто повисла, держа его зубами. Пума против гуанако. Это видео наглядно показывает, какие хитрые, умные, ловкие и сильные кошачьи представители. Пума подкралась практически вплотную, а затем резкий рывок, и гуанако обречена. Вот еще одна похожая сцена, но в этот раз травоядному повезло больше. На следующих кадрах самка кугуара пыталась в одиночку завалить крупного гуанако, но сделать это было непросто, и несколько атак закончились неудачей. На помощь ей прибежал молодняк, но было слишком поздно. Гуанако вырвалась и сумела убежать, да и вряд ли они бы смогли удержать это мощное животное. Здесь малыш гуанако, конечно, обречен, и кошка, понимая это, решила отточить навыки охоты и поиграть со своей обреченной жертвой. А мы идем дальше. Пума против рыси. В сети есть несколько интересных встреч этих животных. В первом ролике пума выследила и атаковала рысь. После небольшой потасовки рысь отступила, а пума поняла, что не стоит ее преследовать. Второй ролик куда интереснее. Здесь два зверя проверили силы друг друга, и несмотря на меньшие размеры, рысь была более храбрее и пыталась отбить, судя по всему, свою добычу. Но с пумой это не пройдет, поэтому более слабому пришлось отступить. The lynx finally decides to retreat with Sydney. Пума против капибара. Капибара достаточно крупная млекопитающая и может вырастать в холке до 60 сантиметров, а вес достигает до 75 килограмм. Но пуму такие габариты не останавливают. В рацион также попадают зайцы, а порой даже пингвины. А на этом все, друзья. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, отправляйте своим друзьям и подписывайтесь на канал. А колокольчик поможет получать уведомления о новых выпусках. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.